Всем привет! В этом видео будем моделировать зубчатые колеса с помощью скрипта, который установлен по умолчанию у каждого Fusion. Итак, давайте покажу, как это делается. В новом проекте в рабочем пространстве Tools найдем вкладку аддоны и скрипты. Найдем здесь Spurgear. Здесь два с таким названием, неважно какой запускать, это одно и то же. Run. И появляется диалоговое окошко. Здесь есть различные настройки, но нас в основном интересует модуль нашей шестерни, пусть будет 10, и количество зубьев. Ну, пусть будет, например, 30. От этого зависит размер нашего зубчатого колеса. Так, что тут еще есть? Это у нас угол сцепления, оставляем 20. Ну, здесь есть некоторые варианты, в основном это 20 всегда. Так, backlash это будет некий отступ для, скажем, наличия смазки, если вы планируете использовать ее в ваших шестеренках. Roof fillet радиус. Показаны на картинке, это радиус скругления основания зуба. Толщина шестеренки пусть будет 20 миллиметров, например, и hole diameter, ну центральный диаметр пусть будет ровно 10 миллиметров. Здесь есть такая пунктирная линия на превьюшке с подписью pitch diameter, то есть это делительная окружность по-нашему. И у нее задан размер в 300 миллиметров. Нажму ОК. Итак, получилось создать вот такую вот шестеренку. Единственный, скажем так, момент данного скрипта, то что ты не видишь превьюшки, ты делаешь какие-то настройки в диалоговом окошке, нажимаешь ОК, и у тебя появляется вот такой компонент, в котором есть одно тело и есть, так, где эскизы. Ну вот, собственно, эскиз, значит, окружности, зуба. И вот это, понимаю, делительная окружность. Данная пунктирная окружность – это делительная окружность. Итак, как нам их позиционировать друг относительно друга? Так, сверну все это и скопирую. Итак, у нас был, значит, делительная окружность у нас была 300. Соответственно, так, сделаю копию и смещу это все на 300 ровно. Как сейчас видим, пунктирные линии у нас здесь соприкасаются. То есть в одной точке, только в одной точке. Дополнительно необходимо провернуть только на какой-то угол. По-моему, в нашем случае. Так, 7,5 пойдет. Так, 8. Так, 6. 6 градусов в нашем случае подходит очень даже идеально. Как мы видим, при очень близком приближении, при так хорошем приближении, мы видим, что поверхности наших шестеренок, наших зубьев не соприкасаются. Вот здесь практически есть соприкосновение, конечно, но это, наверное, не очень критично. Ну вот, собственно, наверное, и все. Нажму ОК. И давайте, возможно, покажу вам еще несколько особенностей данного скрипта. Вторую настройку. Собственно, здесь только момент, что данная шестеренка будет входить в зацепление с любой другой шестеренкой по количеству зубьев, если у них будут равны модули. Соответственно, если создам здесь, например, 10 зубьев с модулем 10 и нажму ОК, то у меня должна появиться вот такая вот шестеренка. И ее можно будет, скажем так, ввести в зацепление. Так, 18. Ну вот, в принципе, да, вот так. Окей. То есть одна точка соприкосновения, зубцы не соприкасаются, шестерни в зацеплении. Хорошо. И покажу еще одну настройку, которая здесь у нас есть. Чтобы не заниматься позиционированием тел, поэтому я просто создам здесь шестеренку. Пусть будет здесь 20 зубьев с модулем 10. Значит, backlash 0. Окей. И создам теперь точно такую же шестеренку. Такое же зубчатое колесо с помощью... Здесь только настроечку поставлю, например, 0,1 миллиметра. И нажму ОК. Итак, с помощью Move возьму, перемещу одно из них вперед, тело. И давайте перейду на вид спереди. И посмотрим. Если приближать, то получается, что здесь сами зубья
имеют некоторое смещение. Вот. То есть этот зуб получается поменьше. Эти, скажем так, этот диаметр полностью совпадает. Здесь мы видим, смещения нету. Смещение начинает плавно нарастать вот от этого филета. Если мы посмотрим с другой стороны, то мы это смещение не видим, потому что, скажем так, первое зубчатое колесо, которое было создано без этой настройки, оно чуть-чуть по размерам больше, чем, собственно, вот это колесо. И посмотрим. Окей. Здесь зазорчики получаются вот эти вот самые больше, чем в том случае, если бы я не ставил backlash. То есть, когда он 0, они практически соприкасаются. То есть, чем больше мы его ставим, тем больше здесь у нас расстояние получается. То есть, здесь есть место для прохода смазочных материалов. Ну, наверное, это вот так именно подразумевается. Данный скрипт не позволяет как-то параметризировать. То есть мы обратились к нему, ввели какие-то данные, нажали ОК и получили на выходе вот такой вот компонент с эскизами и с телом зубчатого колеса. Ну, собственно, все. Итак, получилось создать у нас вот такие зубчатые колеса с помощью скрипта, который есть у каждого. Ничего искать не нужно, нужно просто перейти в Tools и выбрать нужный скрипт. Этим можно пользоваться. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!